танки Classic добавили долгожданные резисты. Прямо сейчас они уже доступны в игре. Это абсолютно новая система резистов, которой никогда не было еще до этого ни в каких танках. Как вы уже поняли, резисты, они будут не в красках. Резисты из красок перенесены в защитные модули, но не как в танках онлайн это происходит, да, где каждый модуль имеет один резист от одной пушки. Здесь резисты поделены на группы. И на мое удивление, групп резистов даже стало намного больше, чем до этого говорил Орех в интервью. Ведь изначально планировал, что будет всего 4 резиста. Это резисты от пушек малой дальности, от пушек средней дальности, от пушек высокой дальности и сверхвысокой дальности. Здесь что мы видим? Вообще спектр тут почему-то присутствует. Спектр — это резист от крит урона. Защитный модуль паук, резист от мины, резист от пушек от ближних как раз, да, от огнемета Фриза и Зиды. То есть они вот в одной группе тут находятся, эти резисты. Следующий резист у нас от молота Твинса Рикошета. Такая вот группировка. Резист от молота, хотя нет, это не молот, это вулкан, видимо. Вулкан Смоки Гром. Вулкан Смоки Гром. Потом еще Вулкан Смоки Страйкер. Почему-то вот двойные такие резисты получаются. Гром рельса Шафт и рельса Гаусс Шафт. Но видно, что вот эти вот резисты от Грома, от рельса, от Шафт, это уже как раз от тех самых пушек высокой дальности. Сверхвысокой даже дальности, да. Но Гаусс тут скорее не будет. Поэтому можно вот так даже рассматривать, без Гаусса. Ну ладно. И по такой же логике вот здесь разделение происходит, где Вулкан Смоки Гром и Вулкан Смоки Страйкер, да? Какой-то из этих резистов останется в игре в зависимости от того, за какую пушку проголосуют игроки, за Страйкер либо Гаусс. В общем, какие-то из этих двух резистов останутся, либо какой-то из этих резистов пропадет. Ну, то есть видим, да, что уже не 4 резиста у нас, не 4 защитных модуля присутствует, их намного больше, даже если убрать один, все равно их будет больше 4. Я так понимаю, что это одна из вариаций, как могут работать резисты в классике, потому что не забываем, что закрытый тест сейчас идет. Не забываем, что обновления будут не один раз происходить. Будут меняться периодически механики, игровые параметры, в том числе система резистов будет меняться. Но на данном этапе тестирования вот такие вот модули представлены. Первое, что я хотел купить, это резист от Джиги и от Смоки, но видите, я здесь не могу поставить и от Джиги, и от Смоки. Если раньше нужно было искать какую-то определенную краску, да, чтобы тут у вас был резист и от Смоки, и от Джиги, то здесь уже не так. У нас это происходит, здесь нужно выбирать, какая пушка тебя больше бесит. Что касается резиста от Смоки, то он присутствует только в модуле Акула, да, где резист от Вулкана и Грома еще дополнительно идет, либо от Вулкана Страйкера, что сейчас, я считаю, вообще, ну, практически бессмысленно брать, потому что на Вулканах, Страйкерах, Громах, ну, на Громах еще играют тут, да, люди. На Страйкерах, Вулканах тут очень мало игроков играет, их встретить еще нужно умудриться. Самые популярные пушки вот на этом этапе тестирования — это Жига, это Изида, это Смоки, это Рельса. Ну, то есть получается, что нужно иметь 3 модуля вообще по-хорошему сразу же. Но я сейчас приобрету, посмотрю вообще, как они качаются. Пока вот стартовая цена, кстати, у них у всех разные цены. 180 за лис кристаллов требуют, за Волк 620, Акула 300. Сокол 1000 вообще, от пушек дальности, от пушек высокой дальности 1000 требует. Ничего себе. Плюс тут написано ТМ0, да, характеристики. То есть их еще можно будет прокачивать. Ну давайте начнем, например, с резистом от Джиги и Изиды. Вот лично меня вот, наверное, вот Изиды больше всего в этой игре бесит. Ну да, вот я приобрел и нужно его прокачивать. Ну давайте посмотрим, насколько хватит вообще. Так, это я что купил? М1. Ну тут, то есть у нас будет не как в танках онлайн. Я уже почему-то подумал, что сейчас будет МК-7. Нет, Лис М1 мы сейчас скачали. Покупаем Лис М2 за 4000. И Лис М3 будет стоить аж 7900. И то это я купил только от Джиги и Зиды. Да, резист. И у меня уже, смотрите, кристаллы, как сильно они у меня сгорели. То есть вот так вот выглядит полностью прокачанный модуль. Мне вот только на один модуль хватило кристаллов. Лис М3 полностью прокачанный. Даже, смотрите, тут визуальные иконки поменялись у этого защитного модуля. Давайте попробуем зайти в битву, проверить, проверим, как это будет работать. Возьму я Хантер, пожалуй. Блин, конечно, я кристалл откладывал на Диктатор, на М3-шный, который у меня будет доступен с следующего звания. Ну, ладно, накопим. Да накопим на него тогда. Возьму рельсу Хантер. Ну, можно Жигу вообще взять. Ну, там в зависимости от того, какая карта будет. Давайте Жигу возьмем. Хотя там, наверное, у многих будут уже резисты на Джиге, да, стоять. Что-то мне кажется, что вот больше всего именно резист от этой пушки будут игроки приобретать. Местечко появилось. Я уже думал, может, новую создавать битву. Но давайте зайдем, посмотрим на эту систему резистов, как она будет показывать себя в битве. На Хантера Жиги как раз, я думаю, будет объективный тест, потому что мне придется подъезжать ко всем вплотную. Так, ну и смотрим.
Что касается таба, в табе никак это не отображается пока. А вот, появились иконки у людей. Иконочки у людей появились. Вот видите, 30%. То есть полностью прокачанный модуль 30% резиста дает всего, как я понял. Потому что в гараже там не отображались вот эти вот показатели резистов. А, вот тут 35% у чувачка. Или он не докачал. Вот интересно со стороны на меня, чтобы кто-нибудь посмотрел, сколько у меня отображается резист. 50% или 35, или 30, сколько? Что-то у игроков 30 пока. 30-35. Вот 35 максимум, что я видел. Вот 35. У Жиги. У Изиды. Ну, пока в битве тяжело сделать какие-то выводы, что как-то их чувствуются эти резисты, не чувствуются. Больше чувствуется, что вот Изида, смотри, ко мне едет. Изида едет. Ну, тяжело сказать. Тяжело сказать, что прям как-то это очень сильно ощущается. Я думаю, что это будет заметно... Все, у нас битва завершилась. Это будет заметно в битвах таких, как на точке, там, да, где куча изид. Там нужно будет смотреть за этим. Ну, в общем, как-то так, друзья, работает нынешняя система с резистами. Но, опять же, я думаю, что это пока предварительная система. Еще 100 раз тут все может поменяться. Пишите ваше мнение, что думаете по поводу вот этих всех защитных модулей. Какие имбовые, какие не имбовые. Вот я сейчас на полигоне поиграл, я вот подумал, что лучше бы я от рельса резист взял, реально. Поэтому следующий резист, который буду приобретать, наверное, от рельса все-таки возьму. Потому что сейчас люди метнутся быстро покупать от Изиды, от Жиги, самый первый вот этот резист. Блин, ну от рельса мне даже страшно представить, сколько он будет стоить в финальном варианте своем, потому что М0 модификация стоит 1000 кристаллов уже. Пишите ваше мнение в комментариях еще раз, да, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк обязательно на видео, если еще не поставили лайк. На канал подписывайтесь, не подписаны. Я напоминаю вам про розыгрыш, который идет сейчас на канале. Даже идет 2 розыгрыша. Один из них на 15 тысяч рублей, второй на промокоды. Оба розыгрыша идут по тегу Ник10. Условия участия максимально простые. В описании просто заходите, переходите по ссылке и участвуйте. В розыгрыше на 15 тысяч рублей будет 3 победителя. Такие новости по классике, друзья. Я всех благодарю за просмотр.